В Гороховце под воду ушел наплавной мост. Он соединяет город и Знаменский женский монастырь. По информации транспортной прокуратуры, затоплен участок протяженностью в 20 метров. Инцидент произошел из-за заполнения конструкции наплавного моста водой. Кушал, никого не трогал. Оттуда она гирю просто принесла. Гирю? Да, вон гиря, видишь? Она под водой была. Мы в славном городе Гороховец. Что за гостишка? Гостишка называется Купеческая усадьба. Приехали на точку, значит, произвели осмотр, так, обзор местности, как все изменилось после последнего выезда. Сейчас находимся в гостевом домике. Спасибо за этот домик всем, кто участвовал. Вот. Будем готовиться к завтрашнему дню, подбор экипировки и так далее, что нам понадобится, наверное, на завтрашний рабочий день. Одевать будем на красный костюм. Да. Все примеряют без красного костюма. Нет, мы сейчас просто смотрим наличие жилетов. Да. А, вот этого оператора. Раз, два, три. Раз, два, три. 3, 3, 5, да? Где еще один, блин? Как? Раз, 1, 2, 3, 4, 5, и А это? Раз, один, он. Твоя? Мы можем устраивать теперь, Михаил Юрьевич, водный аттракцион. У нас есть банан, у нас есть жилеты. Батонская есть еще. У нас знаешь, что нет? Гидроцикла. А, у нас есть лодка на веслах. Да, с одним веслом. Этот поменьше костюм, я сразу Нет, визуально. они одинаковые. Я визуально вижу, что он меньше. Потому как раз он не сходится он тебе, дядя. Ты сколько ешь-то, а? Пельмени. 12 штук. Леха валит, смотри, Леха валит. Леха, далеко не убежишь. Ощущение нормальное, это хоть там что-то Почесать? поддавливает. Где почесать? Не, нормально, все. Вот так сделано, все отлично. Ноги шевелятся, смотри. Димон, чувака раздавило, ё-моё. Претензий к производителю нет. К руководству претензий нет. Все подошло идеально. Единственное, предупредили сразу. Теплую одежду сверху одевать не надо. Будет тепло. Если будет холодно, значит ты не работаешь. Ну как-то так. Будем больше двигаться тогда. Ну, что сказать, примерка прошла успешно, всем все подошло, никому ничего не жмет. Завтра будем работать. Начинает работать. Ну, да, начнем завтра. Утро вечера мудренее. Всем до завтра. Раздевайтесь. Всем доброе утро. Мы выдвигаемся на наш объект. Доброе.
Это распределитель подушки воздуха на накачка. Тут подача большая, тут подача высокая. Кран открываем. 5 штук можно сразу, можно закрыть. Ну нормально. Вчера приехали, тут осмотрелись, разместились. Вчера здесь поверху прям течение было. Ночью сегодня минус 12 было. Ну, не знаю, сейчас жилет спасательный оденем. Пройдем, посмотрим. Привяжемся, если что, тащите назад. Короче, нужна общая картина происходящего сейчас что-то. Это раз. Потом дальше. Надо посмотреть течку сейчас, как с течкой вопрос. С течкой имеешь в виду течение? Да. Смотрите И еще. обмыло ли лед. Да. Общая ситуация. Дальше как бы вы выходите, разговариваем, принимаем решение определенное. То есть оно есть как бы решение, как что мы действуем пока. Но нам нужна общая картина по водой. Дальше смотри. Третий этот самый понтон, вот этот вот понтон, видишь? Он накренился. Говорят, третий, где будка, где ты ходил, где будка там идет, они дырявые. Мне нужно понять. Сами дырявые? Да. Мне нужно понять, я так понимаю, мы вот этот не посмотрим пока еще, да, то есть получается. Это швальду есть, наверное, здесь птичка не такая. Мы хотим запихнуть под, вот здесь, не под понтон, а под мост. Может быть, чуть-чуть приподнимется, да, и тем такая, что отсюда идем сюда, поднимается. Отсюда, с этой стороны? Да, я думаю, ну как бы вот это. Сбрасываем быстросъем и быстро закрываем клапан. В общем-то, нам размеры были понятны изначально. Это размеры для водолазов, чтобы они понимали, куда мы можем ее подпихнуть. Да, от 5 до 6 не станет. Они когда здесь стояли, они разговаривали, он им показывал. Не поймали. Какая печка? Течка? Птичка. Этот полностью утонул. Понятно. Этот полностью утонул на дне. Этот полностью на дне лежит. Прекрасно. Между ними лед. Не лед. А льда такого рыхлого нету? Нет. Вымывает прям, знаешь, верхушка под острием такая. Я туда дошел, к ней приезжал, думаю, что мне или башку оторвет, или поднос туда утащит. Чем туда дальше идешь, тем сильнее. А там вот за крайним утоплено, все, уже невозможно стоять. Там открыто, поэтому там и шлепает. И на ластах тоже нагрузиться и стоя. Если ты вот хочешь вот эту приподнять, да, мы ее в принципе сможем, но надо так жмайно прям над ним практически делать или рядом. И мы зайдем. Вовнутрь? Не вовнутрь, а чтобы под эту, под дорогу засунуть. Под дорогу засунуть, да? Сверху чисто, а снизу нарост. Между ними раз такой прогал получается, вот еще метровый, наверное. И лед тоже так под таким вот углом его вымывает вдоль дна. Так, у нас, значит, получается вот понтон вот этот, да? Потом вон понтон стоит. Вот здесь прям самый край понтона. Вот я спустился. Вот здесь край, да? Да. Мы отсюда сможем затащить туда подушку, вот где вот ребята стоят? Сможем. Главное, чтобы там льда не было под эту, под верх. Но он Где-то прям вот, рядом будет. Вот, где Вадим стоит, тут должен быть этот самый пространство между одним понтоном и другим. Сможем мы сюда завести, грубо говоря, под мост? Под дорогу. Под дорогу, да. Давай я скажу. Подготавливаем подушки для того, чтобы завести сейчас под этот край сдонувшего понтона двухсекционную одну и двухсекционную другую. Между понтонами под мост. Между понтонами под мост. Под основание. И вот попробуем приподнять его. Посмотрим, что из этого у нас получится. Там готово?
Что тогда? У нас здесь, получается, они должны с края быть, да? А это вовнутрь. Ну да. Не, подожди, Лёг, где у нас писюны? Вот это, вот так надо. Да? Там уперлась сниматься. Сейчас, Лёг, подожди. Так, у нас какая будет? Вот такая, да? Это будет ближайший. Сейчас мы завели 2 подушки под наплавной мост. Будем их накачивать и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будет ли какое-то движение по мосту или просадка грунта и так далее. То есть нам нужно накачать эти подушки и посмотреть, как будет себя вести мост. Ты один качаешь или оба? Ну, просто можешь воздух хватать. Хочешь, давай по одному. Не, давай, пускай качает. Надо будет потом сделать здесь через защелку. Быстросъемы? Ну да. За вот это можешь хвататься. За нее. Я здесь могу встать, нет? Да. А? Можешь. Попробуй. Можешь. Нет, да, попробуй. Юрич, а ты на чем стоишь? На льду или на понтоне? На льду, на честном На слове. плаву. Оборудование не топи. Там. Если мы эту подлёстку толкнем, она у нас привязана. Ничего с ней не будет. Пошла? Договаривайтесь, он тебя тогда контролирует. Там, движение и сам все. Я вылазь тоже. Нет, Миш, ты для картинки стой того. Водолаз идет расправлять понтон. То есть мы его заправили, по течению сейчас должен расправиться. Мы так проверим. Да. Водолаз расправляет. После этого После этого даем воздух после команды. Мужик, фонарь включи. Первый понтон надуваем. Надуваем, потом опять контролируем. Не, наверное, за понтоном булькает, да? Судя по работе компрессора, у нас перестал подаваться воздух в подушку, потому что шланг напрягся. Еще раз проверяем. Мы провели определенные действия и поняли то, что у нас и из подушки воздух не возвращается. Соответственно, сейчас водолаз посмотрит, что произошло. Возможно, шланг пережало или подушка могла провернуться и каким-то образом закрыть кран подачи воздуха. Сейчас проверим, все будет понятно. А любую открывай. Все, мы сейчас будем тянуть за эту фигню. Если воздух пойдет из нее, значит она открылась. Ну что, нашему водолазу удалось решить проблему. Он освободил шланг, который там пережало. Воздух у нас пошел. Мы накачали полностью подушку. Сейчас подушка работает с грузоподъемностью 5 тонн. Конечно, это капля в море, но нам удалось немножко дать тяги снизу. Этот понтон, над которым мы сейчас находимся, на 2 сантиметра у нас поднялся. Да вот есть небольшое поднятие. Ну, это просто первый, так сказать, ласточка. Да, заводим еще один понтон. Смотрим, что дальше. Потом, наверное, придется со льдом бороться.
Как-то так. Его надо ствола сначала мешать. Вот так? Да, да. Воздух вышел вес. А он с воздухом. Диман, отпусти его. Пусть держите его. Я держу. Он просто очкует. Я не очкую, просто ты меня не держишь. Я держу очень. Подуй компенс, ты не провалишь. Нет, компенс. Теперь я на нем, прыгаю. Ну, подожди, 2 минуты сейчас, и все, он уже все, провалился туда. Нет еще? Не провалился. Буль-буль-буль карасик. Ногой я его уже так не это. Ну не ощущаю. Уплыл, короче. Вы через перегиб льда, это, Мишань, подавай это. Ну, если получится. Не шланг, да, вот веревку. Вот, все, видишь, он раз, все. Вот теперь его только расправить я может. То есть его затянуло? Должно, да. Еще ослабь. Сюда, выкинь его. Нет, не шланг, не шланг. Веревку, трос. Ну все, все, он ушел. Вот ослабь все, что есть, туда, к нему. А ты, мужик, уходи по веревке. Вот по этой, по его. Терапия. Диман, помогай. Что, назад идем? Что так рано? Опа, зацепился. Он вокруг руки у него. Ну чё? Вот так, подтяни немного. Вот ты его вытащил. Ты его сейчас. вытащил сейчас. Ты сейчас возвращался, и он у тебя это. 5 метров. Тогда все. 5 метров ушло, да? У нас стык 5-метровый. Нормально, он ушел туда так. И рядом как раз там это уже у него. Закрой баллон. Какая вода теплая. Стас, другую подушку видел, да? Да, Расправлена? нормально расправлено. Фонарик не Сфотографировать сможешь? Фотографировать вряд ли. Я там Только селфи сделать. хочу передать привет А еще один влезет туда. Артему, моему другу и напарнику. Он никогда не заставляет меня в ледяную воду лазить. Кроме как сегодня. Че, пошло? Ну что, открываем? Открыли уже? А скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Стас, еще один заправим так. Не, серьезно. Сейчас что ли прям хочешь? Не, ну не сейчас, завтра. Сюда еще одна подушка. А, вот ты имеешь в виду, если они вот так? Тогда, наверное, нет, она уже здесь будет. Хорошо, давайте. Вот сейчас она, по моим ощущениям, она как раз ушла, вот у нее край как раз будет где-то вот чуть дальше моста. То есть Прям глубь, туда, внутрь. Да. А первую затянуло А туда? первая аж? она вообще далеко. Блин, хорошо, но плохо. Но она как будто на середине где-то, там же маленько все равно увеличивает. Это, мне кажется, как будто там все огромное и далеко я ушел. На самом деле, надо сигнальник посмотреть. Ну, так нормально его сразу вытянуло, эту колбасу. Так, она и распрямилась сразу. Расправилась, да, она прям колбаса? такая вдоль льда прям идет сразу, это нормально. Вот у нас ребята в майне, нам, видите, как верхний лед, потом вода, а потом еще слой льда. Соответственно, мы его использовали как ступеньку. Какой план на завтра? 7 подъем. Всем подъем, да. В 9 здесь. Пилить лед. Качать подушки, смотреть ситуацию, дальше уже принимать решение по месту. Что там выходит в это? Бурлит, как бы выходит воздух, или мне кажется, из майны там. Нет, там просто освещение. Здорово, Димон. Где были там? Подушкам доставал под водой, там под мостом вода провалился. Хорошо, веревка был привязана, меня Леха оттуда вытягивал. Думали, ты меня снимать будешь, ты меня не снимал вообще. Какую подушку достал? Он и черно-дырявый, как дырка. Дырка? Застрял, хорошо, веревка привязана, Лешка меня выдернул оттуда. Там был, вот там, в серединке, там, вот там. Вот там. Ладно, пойдем дальше работать. Итак,
День второй. Мы приступили к рабочему дню. Администрация выделила нам помощь в лице ребят из местного МТС, которые помогают нам отпиливать лед, потому что наших бы сил, конечно, бы на это не хватило. Мы сейчас будем резать еще одни майны. Наша задача обрезать сегодня понтоны по максимуму освободить мост ото льда. Делаем еще одну майну, может быть даже две, и заводим еще две подушки для того, чтобы увеличить нагрузку на поднятие моста, то есть давление снизу вверх. Сейчас шланг разматываю, будем к компрессору его подсоединять, потом к распределителю шланги к подушке, ее под мостик и накачивать. Я Лёшка, он молчит. Я Лёшка, он чё? Вот так. Потом, чё? Я говорю, давай тащи веревку, а он не, чтобы мы тут тащить, оттуда рулон несет. Говорит, это что ли веревка, я ее тащу. Эх, хулиган, эх. Вася, иди подушкам давай будем делать. Ничего хорошего не расскажу пока. А плохого? Работаем. А плохого? Пила не пили до дна. Пошел за отмороженной. Надо, я самый здоровый. Сюда. Да. Давай. Всем привет. Доброго утра. Я говорю, я иду полностью под льдом. По дну под льдом. Короче, смотри, засунешь подушку, но под большое количество льда. Просто тупо ледяная сверху потолок. Так там так же ледяной потолок. Я говорю, место есть для подушки. Но будет она упираться в лед как раз. Давай. Ладно. Вот. Пусковой конец убрали, нет? Дальше Что сам. делать? Смотреть, пока она утонет. Вот это низ. Это, нет, это Ко ко льду. Низ, смотри. То есть ее вот так расправить? Да. Вот ты когда расправишь, если ты будешь на него смотреть, ты должен видеть цифру 5 видеть. А если не увидишь, А если то- две полоски вот так, значит, это неправильно. Тут даже вот этот лед, вот еще рука залазит вот сюда, блядь. Хрустит что-то. Надуй, ты кот, я тебя под углом не держу. Вот эту веревку надо нарастить. Еще. Она зашла под мост, но она прямо вот здесь рядом. Здесь глубина большая. Ну, то есть вот это у вас идет прям до самого дна. И только потом я ее туда затащил. И она получается... 10 метров веревка, уйдет потом пипец туда. Но она сейчас получается практически не под мостом, она вот здесь вот. Я вот в эту майну заглядываю по изгибу вашей веревки и подушку вижу. Она развернулась, все нормально, но... Сколько, метров 3 еще? Блин. Смело, 3 метра смело может. 2. Неси, не еще что-нибудь. Так мало будет, да? Мало. Ну вот она сюда уйдет, она. Шланги. Ну, натяжечку. Держите. Я, короче, лег прям промеж льда. Ноги засунул и туда и все, сейчас оряна прям ровно под потолок. Но она прям вот здесь у майны, грубо говоря. То есть ее надо дальше сюда сдуть. Ну много не надо, главное, чтобы вторая потом еще залезла. Понятное дело.
там расправилась. Отправили мы 2 подушки под вторую часть понтонного моста, туда, куда планировали. Сейчас мы их будем... Воздух пошел. Сейчас мы их будем надувать. Поддуем первые 2 подушки, которые вчера заправили. По результату, который мы получим после этих действий, мы поймем, какой у нас будет дальше план работ и наших действий на этом мосту. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ну расскажи, куда ты там ее заправлял, что ее так выкинуло? Зрелище. Ну что, они там непредсказуемые. Как она куда вторую подвинула. Вот, пожалуйста. Сидел, кушал, никого не трогал. Оттуда она гирю просто принесла. Гирю? Да, вон гиря, видишь? Она под водой была. В связи с тем, что подушка у нас давит все-таки не в сам мост, а в лед, который под мостом, получилось следующее, что подушка своей силой подъемной надавила на лед и отломила кусок от общего айсберга. И после того, как произошел пролом этого айсберга, как мы представляем себе, она немножко встала на перекос, потому что вот так было. И, соответственно, под своей подъемной силой выпрыгнула из-под моста, разбила нам майну, разлетелся как бы здесь снег. Сейчас мы убираем этот лед. Ренатка сдувает у нас подушку. Сейчас мы подушку сдуем, очистим майну, водолазы готовятся. Будем опять заново заводить эту подушку. Но прежде чем заводить подушку, водолазы спустятся, посмотрят, где и как ее расположить, потому что тоже там с учетом того, что происходит течение, не так все просто, как хотелось бы. Вот. Будем заправлять заново эту подушку, накачивать, ну и дальше смотреть, что будет получаться, и исходя из этого вырабатывать дальнейший план действий. В общем, ситуация у нас пока не радужная. Нагрузка льда, которая сверху, не дает подушкам работать в полную силу. Мы ждем, что нам сегодня машина привезет еще несколько подушек, как говорится, усиление. Пока мы ждем подушки, мы сейчас делаем майны, и водолазы попробуют осмотреть место стыковки убирающейся части и стационарной части моста. То есть они опустятся в воду, найдут кнехты и посмотрят, как эти части, стационарные и отводящиеся, закреплены между собой. Возможно, нам удастся под водой их разъединить. И тогда мы будем работать с дальней частью, потому что она менее затоплена. Скажи, что? Все, лед размывает. Вот этот понтон реально между ними промыло в соединении. Соединение промыто. А дальше тебя никуда не уносил, да? Вот этот на плаву стоит вот так вот до дна. Да? Это значит... Ну как, вот он может просто будкой, держится да? за мост. Это который с будкой, да? Да, который с будкой. Он, то есть, не лежит на дне, а слегка в этом. Ну, сантиметров 20 можно добавить. Под него можно завести понтон? Под него-то не знаю. Но вот между ними прям уже промыл нормально. Там льда вот. Не, ну между ними это такое разъемная часть. Да. Вчерашний наш план по откачке понтона не увенчался успехом. Мы задраили осмотровый люк, пробили отверстие в верхнем листе понтона. Он оказался настолько гнилым, что мы просто смогли это там пешней проковырять и попробовать через это отверстие откачать воду. Но судя по тому, что в течение получаса мы откачивали воду и у нас ничего не изменилось, мы поняли, что в него поступает забортная вода. А как потом оказалось, подошел
человек из местного МТС, он сказал, да это понтон дырявый. На что был сказал, где же раньше, как бы, почему раньше нам об этом не говорили. В общем, мост на самом деле находится в достаточно удручающем состоянии, но пока сдаваться мы не собираемся. Мы приступаем к работе по вновь утвержденному плану. Подушку в понтон засунуть можно, но делать мы этого не будем, потому что... Потому что целесообразности в этом нет, но в плане можно получить проблемы. Подушку мы засунем в понтон, там люк 50 на 50 где-то, но она там расправится, мы ее оттуда потом даже при желании можем не вытащить. Может закусить, зажать шланг и так далее. То есть она там раздуется, и ее, если очень далеко туда пропихивать, ну не получится тоже. Мы ее запихнем сколько можно, и будет она здесь. Во-первых, проблематично, там ее невозможно будет расправить как положено, потому что водолаз в обмундировании с аквалангом туда не попадет. Во-вторых, можно получить проблему, которую мы получили с первой подушкой. Попадет куда-нибудь шланг, пережмется, не будет подачи воздуха, также и не будет возможности его стравить. Вот. И без акваланга человек там тоже ничего не сможет сделать, даже мы ее сдуть потом не сможем. В таком узком и закрытом пространстве использовать подушку мы считаем нецелесообразно. Поэтому мы будем до последнего использовать подушки во внешнем периметре моста. Вот это сказано. К нам приехала тяжелая техника. Приехал Амкадор, фронтальный погрузчик. Сейчас он готовит место под лед. И будем убирать лед со льда, потому что с моста. Ну, в общем, день у нас был плодотворный. То, что мы задумали, мы сделали. Мы расчистили весь лед. Акватория теперь чистая. Завтра мы будем заводить еще подушки под понтоны. Еще, конечно, нам придется обпилить несколько понтонов, потому что они в ледовом замке находятся. Когда заехал фронтальный погрузчик, нагрузка пришла на понтонный мост, и понтон просел. Теперь погрузчик съехал с понтонного моста, а понтон назад не возвращается, потому что он скован льдами. То есть завтра мы будем отпиливать этот понтон, как и многие другие, для того, чтобы он освободился и начал работать как положено. Но в принципе, повторюсь, сегодня день получился весьма плодотворный. Все, что хотели, мы все сделали. Завтра мы продолжаем. Увидимся завтра. Пока. Леха, у вас сегодня новый клифт? А что такой невеселый? Почему не веселый? Нет? Не улыбается, от ветра сдуло. Немножко не то? Пианино. Не надо? Сколько? 3, 7, 8. 7. 8. Это подача не считается. 8. 7. 8. 7. 8. 7. 8. Но никак не 50. Ну что, 4 марта, 4-й наш рабочий день. К нам приехало подкрепление. Дополнительные подушки, которые мы сегодня будем заводить под понтоны. На улице сегодня ночью было минус 10. Ага, лед не держит.
4 и еще 2 подушки. Давай вдвоем. А то они хитрые вдвоем носят. Так, ну что, сегодня, как говорится, задача какая? Ну, пойдемте. Сейчас пока обрезать понтоны по периметру. Вот понтон. Четко прям видно, как он просел. Он его продавил, а назад он не вернулся, потому что он в замке стоит. То есть замок уберем, он начнет работать, понтон. Ну, да. То есть сейчас он не работает. За понтоном, возможно, надо будет сделать майну, если удастся. И лед, который над понтоном, соответственно, в майну и туда. Ну давайте начнем с этого. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Music like this. План у нас сегодня такой. Мы будем резать майны, заводить подушки, а также опять обпиливать понтоны, чтобы они начали выполнять свою функцию. Приступаем. Пришел командир спуска. Сейчас все покажу. Вот, можешь не отвечать. Ты же сейчас другим делом занимаешься. Давай, делай бульк. Как прекрасно. A few moments later. Я могу попробовать затащить подушку, конечно, туда. Но я не думаю, что туда влезет больше одной. Могу предложить вторую, засунуть прям под мост. Там, короче, до самого дна идет лед в одном месте. Между понтонами вообще нет промежутка. Вот. Короче, давайте один понтон. Один я попробую сейчас впихать. Стропа длинная? Длинную надо. Держаться не за что. Диман, давай чай. Чай несите. Вытащи меня, как пиздучек. Так, это какой? Второй, да? Второй. А вы здесь ногами, да, запихиваете? Че, качам пустую и вторую, да? Нарежем. Это сейчас какую открою? Вторую. Выплюнула подушку. Что, надо вытаскивать, сдувать. Какой-то понтон, похоже, накачанный, вон, сбрас. Он с баллоном, потому что так очень. Да, это, возможно, дышал. Компрессор ваш, столько надышать-то. Что, еще заводим? Сюда или туда? Нет, заводить мы можем заводить, но пока накачиваем. Куда подушку заводим? Вот понтон. Еще под этот же?
А кто пойдет? Ты пойдешь? Не пойдем пока. Сейчас они ее расправят. Если что-то не так, то пойдем проверять. А так пойдем еще понтон заправлять в первый понтон под водой. С той стороны хотите попробовать? Сначала отпилить, а потом заправить понтон. А, в первый на этой части же. Первый, ну, самый утонувший. Рухнул как мешок с картошкой. Подушка выскочила. В принципе, сегодня результат присутствует. Его можно даже наглядно увидеть. По крайней мере, это внушает, вселяет некий оптимизм, да, присутствует. Нам было здесь поднять, хотя бы мы бы смогли бы... Нам бы вот этот вот здесь вот тонн 10 льда просто-напросто, вот в этом промежутке. Ну, в общем, подводя итоги сегодняшнего дня, результат у нас положительный. Есть у нас прогресс. Приподняли мы этот понтон где-то примерно на 40 сантиметров по льду. Вот этот лед, который вы видите сейчас над водой, он был вровень с уровнем воды. Вот на такую высоту мы сегодня подняли весь мост. Проблема заключается в том, что не удается нам пока решить проблему со льдом. Очень много льда. Вы видели сегодня, какое количество льда выдавила подушка наша. Очень большое количество льда находится под водой. Этот лед примерз к понтонам и не дает нам работать подушками в полную силу. Мы не унываем, продолжаем бороться. Ну, в общем, завтра будем пробовать. Всем пока, до завтра. The next day. Ну что, Михаил Юрьевич, и снова, да, покой нам только снится. 9 утра, и мы уже на мосту. Что, пойдем сходим посмотрим? Да, немножко притопли. Или это вода поднялась? Ну, если они у нас вчера кнехты торчали, сегодня не торчат. Либо приспустилась, либо вода приподнялась. Вот здесь вот льдина держит очень сильно. Здесь вообще. Да, но видишь, если его попытаться убрать, у нас подушки могут течением сместиться дальше. Думаешь, зажало их? Не это? Приветствую, Анатолий. Ничего. Задача номер раз. Ну, первое, мы пока подушки качать не будем, надо срезать болтик с той стороны. Надо поколоть вот эти льды, вытащить. Давай, ну, тут здесь место было посвободнее как-то. Вот там вот. Просто если идея сейчас у нас не поднимется, у нас есть еще как бы в запасе подушка. Еще туда же заправить. Сюда под понтон? Ну или сюда под понтон, ну под понтон под это. То есть чтобы заправить вот эти вот льды, которые тут сломало, да, то есть мы же просто попилили, а они вот здесь вот где-то болтаются. Привет, диверсанты. Погоду смотрели? Нет. А зря. Что там погода? В среду минус 17. Эх ты, ёпта.
Ну вы же это, не ищете легких путей. Ну вот. Если был бы хороший, вы бы не приехали. Короче, смотри, отрезаем болты, производим накачку. Как бы смотрим изменения и так далее. Стропы есть еще, да? Ну, сейчас найдем, да. Если не хватает, заводим еще И сюда. заводим еще. Пока мы ждем газорезчика, мы решили все-таки давануть давление и посмотреть, что будет происходить. Потом, когда приедет газ и газорезчик, мы сбросим давление, чтобы мост не был под нагрузкой. То есть ты сейчас все открыл. Звуки какие. Ага, пошел подъемчик. К нам приехала газорезка. Она вот с той стороны очень плотно, потому что с этой стороны видно, а с той стороны она, блядь, плотно к этой идет. Смотри, как тебе удобно. Хочешь болт, хочешь проушин. Болт вам придется вышибать, проушин-то я могу сдуть, конечно. Вот, о чем и разговор. Болт просто закусан, а проушин ты срезал и все. Не шевелится. А? Он даже не шевелится. Подожди, убери пока. Убери руку. Вытаскивай. Да. Вылетел. Отлично. Так может и там получится? А нет, там в напряге у нас. Там тогда, наверное, ухо. Там может быть под напряжением, мы можем не выбить его потом. Хорошо, давай. Чем помочь? Ну и что дальше? Бежать, что ли? Говорить? Ты не выключил его? Он лежал. Мост от подвода отошел. Нормально, значит, сюда можно бросать болт. Ну я думаю, подушки сейчас под таким давлением хрен сдует. Представляете, как мы давим изнутри, что поднимаем какое количество льда. Он нам так мешается вообще. Не, я имею в виду, до этого момента эффективнее вода отходила.
Да, поднялся. Здесь поднялся, но мало. Потихонечку ползет вверх, прям по чуть-чуть. Лед не дает. Лед не дает, да. Может, пильнем? Здесь отстегнут? Отстегнули? Нет, там не был предел. Просто лежал. Да? Да, вот, нет прибежал. То есть мост поднялся, а понтон, ну как бы... А, то есть у нас сейчас здесь зазор тоже, да? Тоже зазор сантиметров 15. То есть лед не дает подняться понтону. Ну давай. Только непонятно, там вот еще лед, который, да, там есть этот самый промежуток. Или он весь нет, во льду, или да? он там дальше весь во льду, да. Падает уровень. Так неплохо уровень падает. Что там, Юрич? Пусто уже, да? Ну уже. Уже забрать не можем, да? Нет, убираем. Убираем еще? Перекинь вот сюда, эту подкачайте еще. Нормально. Запускай. Качает? Все, пошла ручка у нас. Все, пошел. Короче, что надо делать? Надо искать люк в том понтоне, устанавливать эту хрень. Там, по-моему, можно так как. До лазиков зовем, устанавливаем. Хотел показать, для чего мы срезали уши. Здесь точки крепления настила к понтону с одной стороны и вот здесь с другой стороны. В общем, что мы сделали? Мы отстегнули настил от понтона. Это было сделано для того, чтобы вот этот вот понтон, который находится в замерзшем состоянии во льду, он вот так вот наклонен. И когда мы даем нагрузку на следующие понтоны, то нам приходится, помимо того, чтобы поднимать те понтоны, пересиливать вот этот понтон крайний, его выворачивать. А выворачивать мы его не можем, потому что у нас не хватает подъемной силы для того, чтобы пересилить не только подъем моста, но и вывернуть сам понтон. Поэтому два уха пришлось срезать, а два уха мы сохранили для того, чтобы можно было потом точно его соединить между ухом и двумя проушинами. И тогда не возникнет сложностей, чтобы его закрепить обратно. Тот понтон почти выкачали. Вот такие вот мы придумали штуки. К люкам приварили трубу для того, чтобы откачивать воду. То есть люк у нас находится ниже уровня воды. Вот эта труба, она выходит выше уровня воды. И мы через эту трубу откачиваем воду из понтона. Чтобы он...
Ренатка. На мост вас? На мост. Слушай, вроде переночевал нормально, да? Не подтонул. Это хорошо. Всем здрасте. Добрый день. 6 марта, воскресенье. Мы идем осматривать, как переночевали наши понтоны. Не подтонули ли? Так, ну вообще здесь, может, если и присел, то... Хотя не, наверное, так же был. То есть мы не померили, но похоже так же. Да нет, нет, Миш, он не просел, он так и был. Смотри, продолжает набираться. Ну, то есть набирается, но мы выкачиваем больше, чем она набирается. Блин, она целую ночь, считай, набирается. А мы Да. выкачали за час. Да. Лед на крышке. То есть нам надо вот этот вот перископ установить на среднюю крышку, чтобы начать средний понтон откачку. Ну, в общем, утреннее обследование мы провели. Все у нас, в общем-то, неплохо. Мы, конечно, рассчитывали, что будет теплеть с каждым днем. И нам будет работать легче со льдом, который будет подтаивать. А сейчас получается так, что наступают морозы. Обещают в среду минус 17, что нам, в общем-то, это очень не на руку. В общем, сегодня мы работаем по плану. Работаем с 8-м понтоном. У нас приподнялся. Будем отпиливать лед с этой стороны. И уже к вечеру будем смотреть на результат и вырабатывать план согласно нашего результата. Ну, с Богом, как говорится. Да, есть. Вижу, да, полоса. Вот, вон, смотри, этот уголочек, ну, пластина какая-то приварена, под ней зазор появился. Понтон заработал. Не так, как положено, но заработал. Цепочка вдаль. Не, на угол ее положи. Ты посмотри, какое количество льда на нем примерзло снизу. Это мы знаем, да. А вот этот вот лед, это который мы выдавили из-под моста. Ну что, резюмируя 6-й рабочий день, в общем, не такой он у нас оказался плодотворный, как 5-й. То есть сейчас у нас
обстановка следующая. Чтобы у вас было понимание, еще раз. Мост состоит из 16 понтонов. Длина его 140 метров. 6 понтонов на правом берегу. Дальше 4 понтона, которые отсоединяются, отводные, посередине. И 6 понтонов на левом берегу. Все эти понтоны пронумерованы со стороны города, с правого берега. 9-й понтон, правая сторона, поступание забортной воды. 2 помпы не справляются с откачкой. 9-й понтон, левая сторона, полностью осушен, поступание забортной воды отсутствует. Работает понтон, эта часть как положено. Так, 9-й понтон, средняя часть. Поступание забортной воды присутствует, но наша помпа справляется с откачкой. 10-й понтон у нас полностью на плаву, полностью сухой, но зажат во льдах. Сам настил от понтона у нас отсоединен. Смотрите, как настил у нас высоко. Понтон же находится зажатым промеж льдов. 8-й понтон, правая сторона, полностью осушена. Поступание забортной воды происходит через верхнюю крышку. Средняя часть. Здесь все сложнее. Поступание забортной воды присутствует. Скорость поступания воды достаточно большая. Мы не можем откачать воду, пока во всяком случае. Ну, не видим. Может быть, из-за того, что объем большой. Здесь порядка 70-80 кубов отсек. В общем, ребят, вот такая ситуация. Пока у нас результат присутствует промежуточный. Он, конечно, у нас есть. Он рабочий. Время без 26. Мы кушать. У нас сегодня баня. Нас переселили из домика, потому что он был зарезервирован заранее. Ну, не нами. Поэтому мы сегодня паримся, ночуем в бане, а завтра возвращаемся в наш домик. Что, пошли, пойдем. Все. И снова здравствуйте, как говорится. Понедельник, 7 марта. Мы на объекте. У нас тут есть изменения. Пока не знаем, в хорошую сторону или в плохую. Выпрыгнула подушка ночью. Понтон просел. Причем так прилично просел. Это который последнюю заводили? Пятая, потому что туда, по-моему, ушла. Ну а что делать, да? Здесь, наверное, надо будет кусочек отрезать. И заново, потому что он поднадкушенный, подломанный. Давай отвертку. Примёс. А, но он не до конца был закрыт. Или отвертку дать? Надо будет это, сейчас поедем, когда в Москву, надо будет вакууматор купить. Ее быстрее вот туда оттащил, на ту сторону мне подключил, чем она вот так будет сдуваться. Ну так, да, она так очень долго будет сдуваться. Че? Полдня. Вспоминаю, осталось чуть-чуть. Мы ее оставляли на ночь, и она только тогда за всю ночь, блин. Ну, как бы, под своим весом. И то из-за того, что был мороз. Потому что она съеживается все-таки, как ни крути. Да, загляни, кстати, что здесь. Или так не увидишь, нужен фонарь, да? Ну, пустой. Ну, там есть вода, видно, но от верха, бля, метр, наверное. Вот как труба заканчивается, метр. То есть он у нас тоже получается, условно говоря, в рабочем состоянии тоже. Че думаешь, будем заводить подушку? Сюда? Да. Смысл есть. Ты имеешь в виду вообще как бы сегодня закругляться, как бы и все, и больше вот, не заводить.
Я, блин, там щелкаю. Ну и там щелкает, здесь щелкает. Поднимается? По себе, блин. А что, почему нет? Конечно, поднимается. А что у нас? Как бы у нас же идет постоянное давление. Да. Все равно, как ни крути. Ну, может, сегодня как бы поборемся еще один день, чтобы как бы он рабочий. С чем? Ну, вообще, как бы... То есть не так, чтобы сейчас как бы в 2 часа уехать, а все-таки как бы побороться. Ну, побороться, понимаешь, ты как говоришь, подушки вот тебе заводить сюда? Ну, а почему нет? Не знаю. Я пока не вижу смысла. Пипец хрустит, блин, на мосту. Ну, причем хрустит и на мосту, и сбоку от моста. Наверх типа? Ну, наверное. Да. Ну, явно не вниз. Ну, это хорошо. А если она течением подмывает, там нижний лед, лег становится, и он тык-тык. Это однозначно. Ослабевает мост. Просто чтобы время не терять, нам не жать, вот им сказать, вот вам. Снимайте 6 люков, каких хотите. И делайте 3 ровных, 3 наискосок. Чтобы были. Чтобы были уже готовы, да. И смотрите, чтобы они там, ну, такие поживее, понормальнее. Так, оттуда или вот отсюда, ну, без разницы. Вон тот посвежее понтон. Чтобы к этому времени как были готовы, а не так, как сварщик в действии, и 11:30 приехал. Ну что, друзья, на этом первая часть нашей работы в городе Гороховец Владимирской области закончена. Работали мы по наплавному мосту. Часть задачи у нас выполнена. Работы мы остановили по причине надвигающихся ночных морозов, потому что лед будет сковывать нашу работу. И то, что мы будем делать за день, за ночь будет замерзать. Поэтому мы пока остановили работы. Ну и, во-первых, надо отдохнуть. Мы 7 дней без отдыха и без обеда здесь отработали. То есть немножко отдохнем. И через 3-4 дня мы вернемся сюда для того, чтобы продолжить нашу работу. Мост остается под нагрузкой. Мы поставили пару упоров, чтобы работал 10-й понтон. 9-й понтон мы подняли на плав. 8-й поднят у нас частично. Была у нас идея завести понтон под 7-й, подушки под 7-й понтон. Но мы решили от этой идеи отказаться, потому что подушки в этом отсеке в это время, пока нас не будет, будут без контроля. Мы решили этого не делать. Под дальней частью, под 8-м и 9-м понтоном у нас заведено 8 пневмодомкратов. Там сейчас тяга 40 тонн. Вода внизу все равно размывает лед. Он будет легчать, и подушки не дадут ему утонуть. Ну и, соответственно, после прибытия у нас еще есть пару идей, которые мы воплотим. В общем, морозы закончатся, мы вернемся, продолжим работу. И я думаю, мост мы спасем. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Пишите свои советы в комментариях, комментируйте, ставьте лайки, берегите себя. Пока.